Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить постный вариант медовых палочек в кокосово-ореховой обсыпке. Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто соблюдает пост или просто предпочитает выпечку без продуктов животного происхождения. Несмотря на простоту состава, палочки получаются очень нежными, с насыщенным шоколадным вкусом и чудесным медовым ароматом. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, начнем. Первым делом подготовим форму для выпечки. Нам понадобится форма размером 20 на 30 см, дно и бока которой необходимо выстелить пергаментной бумагой. Теперь займемся тестом. В глубокой емкости смешиваем 60-70 граммов меда, это приблизительно 2 столовые ложки. Мед желательно использовать гречишный, но подойдет и любой другой. Также нам понадобится 100 мл любого растительного масла без запаха, 250 мл воды комнатной температуры, 50-60 граммов сахара, это примерно 3 столовые ложки, и щепотка соли. Тщательно перемешиваем все венчиком или миксером до тех пор, пока соль и сахар полностью не растворятся. Эту емкость пока отставляем в сторону. В отдельной миске соединяем 300 граммов муки и 8-10 граммов разрыхлителя, это примерно 2 чайные ложки. Немного перемешиваем муку с разрыхлителем. А затем через сито вводим сухие ингредиенты в жидкую основу теста. И очень тщательно перемешиваем массу, чтобы не осталось комочков, и у нас получилось абсолютно гладкое однородное тесто. Примерно вот такое. Готовое тесто выливаем в подготовленную ранее форму. И аккуратно распределяем его по всему дну. Чтобы тесто равномернее распределилось, форму можно несколько раз слегка встряхнуть. Отправляем форму с тестом в предварительно разогретую до 170-180 градусов духовку, где наш медовый корж будет выпекаться на протяжении 25-30 минут. Готовый корж достаем сначала из духовки, а затем из формы и оставляем его на столе до полного остывания. Остывший корж разрезаем на аккуратные прямоугольные кусочки. Я обычно делаю их размером примерно 2 на 10 сантиметров, чтобы они действительно напоминали палочки. Кстати, сейчас можно увидеть, что мякиш нашего медового коржа получается очень нежным, воздушным и сочным. Теперь нам нужно подготовить обсыпку. Для этого нам понадобится около 150-200 граммов орехов, которые предварительно необходимо обжарить и измельчить. Орехи смешиваем с кокосовой стружкой, которой нам понадобится около 100-150 граммов. Отмечу, что в качестве обсыпки можно использовать только орехи или только кокосовую стружку. А можно обрезать края медового коржа, измельчить их и использовать в качестве обсыпки. Когда обсыпка подготовлена, приступаем к приготовлению шоколадной глазури. В сотейнике с толстым дном смешиваем 40 граммов какао, это примерно 4 столовые ложки, 100 граммов сахара и 1 чайную ложку растворимого кофе, без которого в принципе можно и обойтись. Но я все-таки рекомендую его добавлять, поскольку благодаря ему вкус шоколадной глазури получается более глубоким. Вливаем 200 мл воды и 40 мл любого растительного масла без запаха. Хорошо перемешиваем все содержимое сотейника, чтобы какао не прилипло ко дну. А затем ставим сотейник на средний огонь и при постоянном помешивании доводим его содержимое до кипения. А когда это произойдет, снимаем сотейник с огня и сразу же, пока шоколадная масса еще очень горячая, добавляем в нее 75-85 граммов черного шоколада. И перемешиваем все до полного растворения шоколада. Не обязательно, но желательно процедить готовую глазурь через сито, чтобы убедиться, что в ней не осталось нерастворенных комочков какао. Даем глазури немного остыть
и начинаем собирать наши медовые палочки. Каждый кусочек медового коржа окунаем в глазурь, следя, чтобы она покрыла палочку со всех сторон. Затем покрытую глазурью палочку переносим в миску с орехово-кокосовой смесью и щедро обваливаем. Когда все медовые палочки обмазаны шоколадной глазурью и обсыпаны кокосово-ореховой смесью, обязательно отправляем их в холодильник как минимум на 2-3 часа, чтобы они стабилизировались, пропитались и раскрыли весь свой аромат. И все. Наши постные медовые палочки в кокосово-ореховой обсыпке готовы стать прекрасным дополнением к чашке ароматного чая. Отмечу, что медовые палочки получаются очень нежными и сочными, умеренно сладкими, но с очень насыщенным вкусом. А еще, несмотря на достаточно бюджетный и доступный состав, этот десерт получается не только очень вкусным, но и очень привлекательным визуально. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!